Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Геннадий М. на связи прямо сейчас. Геннадий, приветствую вас. Здравствуйте, уважаемый Александр. Геннадий, я предлагаю наш разговор сегодняшний начать с таких максимально жестких, но очень общих рамок. Последнее событие, вот эта вот неделя уходящая, она преподносит определенное откровение. Ну, начиная от Эпштейна и все вот эти, скажем так, вещи, заканчивая там крахом криптовалют и очень такой интересный материал в журнале Economist, который, в общем, критикует доллар, до, конечно, контактов Трампа, Си Цзиньпина. Это вот на глобальном уровне. Но тут же вплетается еще в этот уровень украинские переговоры. Они оказались какой-то декорацией, ширмой. Из чего исходя я делаю такой вывод? Потому что, попытка ликвидации зама главы переговорной группы на следующий день после переговоров, это означает, что эти переговоры носят абсолютно такой ритуальный театральный характер, а зритель в зрительном зале у этих переговоров только один — Дональд Трамп. То есть это абсолютно, создано для проформы. Да, обменяли людей, да, там чего-то какой-то конструктив, но это все рушится в одночасье, потому что, давайте откровенными будем. Тот факт, что вот так картинно Зеленский выходит, заявляет, я там план мероприятий расписал, это подтверждение тому, что этим переговорам реального значения никто не придает. Однако, если это ширма, да, то что за ней стоит, если мы смотрим на мир в целом? Если переговоры — театральная постановка, то в чем ее фабула? Как видите вы, находит ли отражение то, что происходит в мире, конкретно на этом вопросе? Я, во-первых, должен сказать здесь такую еретическую вещь вам, что несмотря на то, что следы этого покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, кстати, уроженец Украины, город Винница, неважно, что они ведут в Киев. Я могу с этим не согласиться. И вот почему. Во-первых, сам Зеленский заявил, что Украина не имеет к этому никакого отношения. Это какая-то третья сторона, как он выразился. Такие операции подобного рода, да, обычно раньше курировал Буданов. И этим занималось Главное управление разведки Украины. А вот кто такой Владимир Алексеев? Это человек, который курировал подобные операции со стороны России. Нет, я не имею в виду тот факт, что Россия покушалась на первых лиц политического руководства Украины. Этого не было. И, кстати, тут многие блогеры, военблогеры негодуют. Как же так? Почему там наших генералов убивают, а мы их не убиваем? Это Погодите, другой вопрос. как не было. Зеленский, он недавно во французском интервью, там, где говорил, что 55 тысяч убитых у ВСУ за 4 года, он же говорил, на меня покушались, и неоднократно, они постоянно это делают. Вы же понимаете, что на него никто не покушался, потому что он получил личные гарантии безопасности. И был такой договор, да, что никто не убивает Путина и никто не убивает Зеленского. Этого не происходит. Поэтому, когда он этого боялся, он даже бывало там уезжал из Украины, но потом вернулся и получил эти личные гарантии безопасности еще при Байдене, пока их никто не нарушал. Так вот, как раз генерал-лейтенант Владимир Алексеев планировал самые изощренные военные операции. И, конечно, не раскрывается какие, но если вы видели какие-то военные операции, я там могу намеками дать, если вы помните, там было в Виннице какое-то совещание с огромным количеством высших офицеров НАТО из США, когда туда прилетела ракета. Хотя совещание было засекречено, никто не знал. Также было несколько прилетов по штабу, который находился глубоко под землей в Киеве. Там погибли офицеры НАТО. То есть тоже было применено гиперзвуковое оружие и так далее. Вот это все, это работа
разведки, это работа главного разведного управления, которое в России формально ликвидировано, но на самом деле оно было. Так вот, Владимир Алексеев, генерал-лейтенант, бессменно более 12 лет руководил ГРУ, той самой грозной силой, о которой все знают, о которой все боялись, потому что его начальники, они часто менялись. Но формально он был все время в тени, но все операции проводил он. Можно сказать сейчас с уверенностью, что он являлся основателем ЧВК «Вагнер», он это создавал. Он создавал другие ЧВК, он создавал «Испаньолу», между прочим, да, с испанцем, который была недавно ликвидирована Министерством обороны. И он проводил достаточно серьезные операции. И я не хочу тут поддерживать теории заговора, но, знаете, мы тут общались с профессором конспирологии, есть такой анекдот короткий в 2 строчки. Встречаются 2 конспиролога бывалых и говорят: боже мой, как же быстро мы превратились в историков. Есть такое общее место, но на самом деле разрабатывается версия о том, что у него могли быть недоброжелатели и заказчики внутри круга старого руководства Министерства обороны, потому что в том, что генерал Тимур Иванов сидит, и в доказательстве он принимал самое непосредственное участие. То есть, чтобы вы понимали, это один из самых осведомленных людей в России. Я уверен, что Владимир Алексеев, если он выживет, он очень серьезное ранение, он сейчас на аппарате искусственного дыхания получил, знает гораздо больше тайн и секретов, чем президент России. Знает гораздо больше тайн и секретов, чем министр обороны России. И даже больше, чем руководитель ФСБ и службы внешней разведки. То есть, это самый как бы большой носитель секрета в России. Меня вообще удивляет, почему такие люди живут в панельных домах на Волоколамском шоссе, ближе к МКАДу. Это вообще очень странная ситуация. С одной стороны, понятно, да, чтобы не светиться, но с другой стороны, сейчас всплывают очень странные вообще вещи. Если вы помните, когда руководитель ЧВК «Вагнер» Пригожин Евгений зашел в Ростов и захватил штаб ростовский вооруженных сил России, к нему на переговоры приехали заместитель министра Евкуров, который сейчас, кстати, полетел в Сирию договариваться о новых военных базах российских на территории Сирии, а также генерал-лейтенант Владимир Алексеев. И они разговаривали на троих. То есть, там сидели, есть это видео, где они разговаривали. И, в общем-то, там очевидцы говорят, что Алексеев махнул рукой и говорит: давай, Пригожин. То есть, ситуация, конечно, не... То есть, он очень полезный человек. Он носитель огромных тайн и секретов. Он провел, я могу сказать, что все успешные операции фронтовые, не фронтовые, которые были связаны так или иначе с разведкой, провел он. И действительно планировал и проводил он. Все самые хитрые операции. Украина тоже провела огромное количество всяких хитрых операций, от паутины там и до убийств высших военных чинов Российской Федерации. Но давайте там, положа руку на сердце, это было сделано совместно с ЦРУ и с, собственно, военной разведкой Ми-6. Но неважно. Все-таки давайте, если отталкиваться от переговоров, Геннадий. Да, какой смысл? Давайте ближе к переговорам. Значит, украинской делегации или там высшему политическому руководству Украины никакого смысла сейчас убивать генерала Алексеева не было. Я не вижу в этом смысла, не вижу никакой логики. Конечно, мы с вами не можем всего знать. Конечно, всегда есть какие-то планы. Но вот что касается этих переговоров, они очень странные. С моей точки зрения, они еще более странные, чем знаменитая встреча Путина и Трампа на Аляске. Дух Анкориджа, о котором они говорят, все переговоры ведутся по духу Анкориджа. Сейчас объясню, в чем странность этих переговоров. Официальные лица Украины, официальные лица России делают антагонистически противоречивые заявления, которые показывают всему мировому сообществу, что у этих переговоров нет никакой перспективы, абсолютно никакой. Зеленский уже кому только не сказал, на каком уровне он и в Европе выступал, и вообще всем, что не пяди украинской земли, а остановка действий по линии разграничения военных.
Это он уже всем сказал. В это же самое время Лавров, министр иностранных дел, делает заявление о том, что без ухода с Донбасса никто разговаривать не будет. Дальше появляются заявления о том, что от тоже официальных лиц, что в принципе надо освобождать все 5 регионов. Дальше идут заявления о том, что мы не удовлетворимся только тем, что ВСУ будут выведены из территории, оставшейся территории Донецкой и Луганской области. Мы хотим признания мирового сообщества, и прежде всего США. Ну, понятно, мировое сообщество у нас сейчас одно, давайте не будем никаких иллюзий испытывать на этот счет. Мировое сообщество – это США. Если США признают, все остальные тоже признают, ну, с каким-то лагом по времени. Далее, это еще не все. По мере того, как переговоры продолжаются, есть противоречивые сведения о том, насколько они успешны, мы слышим бравурные заявления Пескова, пресс-секретаря президента России, который говорит, что переговоры идут хорошо, успешно и вселяют большие надежды. Путина, который говорит, что переговоры идут хорошо. И самое главное, Трампа, который говорит, что мы еще вообще никогда так не были близки к миру, настолько позиции сблизились. Вот. Но при этом общественная риторика в общественном формате, она просто говорит о том, что и коалиция желающих тут же готова ввести войска, а Россия говорит, что этого никогда не будет, попробуйте введите, мы их всех расстреляем, значит. Дальше. Официальные лица Российской Федерации говорят о том, что, так, секундочку, а вы не забыли про УПЦ Московского Патриархата? Верните церковь, отдайте этого. Без этого мы вообще, смысл какой нам переговариваться? Ну, то есть, когда на это все смотришь со стороны, понимаешь, что точек соприкосновения никаких совершенно нет. Ни одной, ни малейшей, потому что ни по одному вопросу договориться невозможно. Да, был обмен ранеными, это позитивно. Да, был обмен телами, это тоже позитивно. Да, было какое-то очень странное энергетическое перемирие, очень странное. Но будем считать, что это тоже продукт этих переговоров. Правда, оно как бы ничего никому не принесло, это энергетическое перемирие. Дальше эти все операции продолжились. Но такое расхождение между пониманием ситуации переговоров между президентом США Трампом, главным участником, президентом Путиным, да и даже Владимиром Зеленским, который несколько раз заявлял, что переговоры вполне себе идут успешно, что стороны сближаются, ну, при этом не забывая высказывать какие-то непримиримые позиции, обязательно в каждом комментарии он давал. Но, заметьте, ни Путин, ни Трамп никаких непримиримых позиций не отметили. Говорят, что мы просто вообще вот настолько сближаемся, насколько можно. Поэтому переговоры эти очень странные. Ряд военных аналитиков, обозревателей, я не военный аналитик, не обозреватель, говорят о том, что, возможно, мы даже не догадываемся, какой будет формат самого соглашения, если оно будет подписано. А еще мы даже не догадываемся, какие там будут дополнительные пункты, указаны в этом самом соглашении. И они могут очень сильно отличаться от тех требований, которые высказывают стороны. Как в одну, так и в другую сторону. Ну, например, может получиться так, что будет подписано такое соглашение, при котором ВСУ не выходят из Донбасса, но там появляются какие-то третьи силы, в общем, к этому делу хотят подключить Китай, Китай не хочет, но говорят, что там могут появиться какие-то третьи силы из третьих стран, не заинтересованных. Украина заявляет, что эти все третьи страны не заинтересованы, это все сателлиты России. Ну, соответственно, Россия заявляет, что ни одного солдата из стран НАТО, не армии НАТО, даже вообще ни одного человека из стран НАТО там не будет на этой территории. Поэтому я не знаю, для чего Трампу, допустим, для чего Трампу делать такие обнадеживающие авансы давать по поводу этих переговоров. Первое. Второе. Для чего Пескову? Это именно Песков и пресс-секретарь президента России, и сам президент России тоже несколько раз заявили о том, что успешно продвигаются эти переговоры. Мы понять с вами не можем. И поэтому здесь у нас, как всегда, выхода два. Первый. Ничего не будет подписано в очередной раз. Это базовый вариант. К этому все склоняются. Большинство людей, во всяком случае, аналитиков. И второй вариант. Будет нечто совершенно неожиданное, которое не ожидает ни одна, ни вторая сторона. Просто совершенно неожиданно. То есть будет что-то подписано, но для того, чтобы это что-то было подписано, должно что-то еще произойти. То, чего совершенно никто не ждет. Еще есть один нюанс.
мы как-то обсуждали уже с вами, я обсуждал на другом канале о том, что Трамп страдает серьезной формой нарциссизма, и он абсолютно уверен, что он творит историю, и все, что он делает, у него все получается. И поэтому он не может себе допустить каких-то провалов. Сейчас очень напряженная ситуация в связи с Ираном. Да, там переговоры переносились, наконец, они там как-то худо-бедно, как-то они идут. Причем заметьте, что на всех переговорах эта парочка с зятем Трампа Джаредом Кушнером, она обязательно присутствует. Уитков и Кушнер. Это очень интересные переговоры. Чем закончились предыдущие, мы с вами точно очень хорошо знаем. Мы знаем, чем в Катаре закончились переговоры с Хамасом. Ну, обычно США так делают. С ними переговариваться очень тяжело. Но они идут. И здесь надо не забывать, что во всех этих ситуациях и в переговорном процессе по Украине, и в переговорном процессе по Ирану начал активно участвовать Китай. Да, после Каким покушения. образом? После покушения, а вот начал участвовать. Ну, Нет, например, но вы по имеете в виду Ирану. то, что Трамп созванивался с Си Цзиньпином, и они с ним тоже обсуждали и Украину, и точки вот эти в Иране напряженности, и Да, другие вещи. да. Значит, Трамп желал бы Си Цзиньпина привлечь как некую сторону к переговорному процессу по Украине. Соответственно, Си Цзиньпин совершенно не согласен с тем, что США сейчас просто ведут себя по-хамски с Китаем. Я думаю, переговорная позиция там будет очень слабая, потому что США отжали Венесуэлу. Это более 35 миллиардов долларов было вложено за все время китайских. Просто ограбили их на 35 миллиардов долларов, запретили им этот экспорт нефти в Китай. Тут же США отнимают у гонконгской компании Панаму, Панамский канал. Это тоже огромные инвестиции. Это не просто так они там появились. Они не захватывали военным путем этот Панамский канал. Это были вполне нормальные коммерческие договора, тендеры, конкурсы. И за это платились деньги. И Китай, кстати, обустраивал эти порты там, и всю эту портовую инфраструктуру на канале. Это тоже у него было отнято. Тут же поставки, огромные поставки вооружений Тайваню. То есть Китай понимает, что как бы переговорная позиция у США, да, Трамп любит улыбаться и делать вид, что все хорошо. Это его свойство личностное, это его личное свойство. Но сейчас Трамп попал в такую ситуацию, когда у него может быть какой-то большой срыв, и вся его пирамида, она может посыпаться. Срыв может быть какой? Первое. Сорвутся украинские переговоры. Ну, на Мгм. каком-то этапе стороны разъедутся. Естественно, никто объявлять не будет, что переговоры сорваны и не найдено взаимопонимание, а просто стороны выработали документы, и для работы над документами берут паузу 2 недели. Вот 2 недели, 2-3 недели документы будут согласовываться там на разных уровнях, будут продолжаться контакты через США. На самом деле эта ситуация будет замята. И это именно ситуация, базовый вариант, потому что Трампу надо срочно решать что-то с Ираном, потому что его поджимает Израиль. Надо эту тему как-то решать, потому что Иран становится все более неуязвимым с каждым днем, с каждой неделей отсрочки этого удара, потому что Иран готовится. Сейчас в переговоры включился Путин и Си Цзиньпин по Ирану и договорились о том, что согласно договору 2015 года Иран готов отказаться или приостановить свои ядерные исследования, потому что формально причина это, формально. Более того, даже вывести наработанные ядерные материалы в Российскую Федерацию на сохранение. Ну, вот как бы он Ну, доверяет, мы вывезем. там тоже есть нюансы. В ноль обогащения отвергает Иран. Ну, то есть, я так понимаю, что американцы настаивают, что вообще никакого обогащения не было, а иранская сторона говорит, нет, ну, какой-то будет, да, но там не каких-то, ну, не до пикового или какого-то выше процентажа. Нет, вот после первого дня переговоров позиция иранского руководства такая: мы готовы приостановить или, то есть видите, какая интересная формулировка, приостановить или окончить все истории с обогащением урана для соглашения с Трампом, с США. Для подписания этого соглашения мы готовы приостановить. Значит, для Трампа это означает победа. Китай, в смысле Иран, отказался от программы обогащения. Для Ирана, чтобы не было внутренней зрады, это тоже победа, потому что он приостановил для того, чтобы не бомбили, не разбомбили страну сейчас. Вот.
И это все подвешивание, это все перевод на более поздний срок. И на более поздний срок. И в каком-то месте это все должно порваться и взорваться для Трампа. Трампу важен фактор времени. Трамп может, формально он понимает, что по Украине соглашение тяжелое. Он может его перенести на, ну, как бы, на после ноября туда. Но уже понятно Ноября? сейчас. Да, да, после ноября 2026 года. Он, А почему если такие сорвется, сроки? а потому что у него выборы, и ему нужно до выборов показать победы. Если он побеждает в Иране, например, а победа в Иране должна выглядеть так, я вам скажу. Это ликвидация Аятоллы Хамини, ликвидация президента Ирана и ликвидация КСИР. Ну, или там руководство корпуса стражи исламской революции. Но это как бы главные враги США и Израиля в самом Иране. Поэтому, я думаю, там никаких других целей они себе не ставят. Ввязываться в сухопутную операцию с Ираном совершенно невозможно. Для США они эту войну не выиграют. Ну, как бы, они не потеряют независимость, не проиграют ее в хлам, но они ее не выиграют, и это будет очень большое упущение для них. Там просто ее невозможно выиграть ввиду географического положения Ирана, потому что все равно нужна будет сухопутная операция. Это, во-первых. Во-вторых, желаемый для США вариант – это гражданская война в Иране. Она там будет, 90 миллионов человек. Вы знаете, там неоднородное общество, шииты, сунниты и все прочие. Там есть свои интересы, и там состоится война. Но я вам могу сказать подлинные, настоящие цели США. Просто настоящие. Настоящие стратегические цели США такие. Я уже об этом говорил. В США, Министерство экономики США заявило, что пик добычи сланцевого газа и нефти пройден. Все, это уже случилось. То есть сейчас идет уменьшение. Это уменьшение будет на 2-5% в год. Через какое-то время, очень близкое, год, два, три, нефти будет просто формально не хватать. США захватывают всю возможную нефть. Но у них не стоит задача покупать нефть на рыночных условиях и конкурировать при этом с Китаем. Вот мы с вами говорим, что США самое мощное государство в мире, а Китай занимает второе место и вот-вот его догонит, да, догоняет. Но на самом деле по косвенным параметрам Китай уже давно обогнал США. Очень сильно обогнал. Во-первых, по выработке электроэнергии. Поэтому сразу надо судить. Вот, понимаете, не может быть страна слабее вас в 2 раза, если она в 2 раза больше электроэнергии вырабатывает. Это первое. Второе, идет рост выработки этой энергии. В-третье, надо смотреть, как считается этот самый ВВП. По ППСу Китай уже давно обогнал США. Но если мы посмотрим на ВВП Соединенных Штатов, там, собственно, то, что относится к товарам, к тому, что можно пощупать руками, это 22%. В Китае этот показатель больше 65%. Поэтому, если сравнивать по этим показателям, США уже давно позади. Потому что если включать в ВВП услуги, ну, я не знаю, да, если включать в ВВП финансовый сектор, а финансовый сектор – это очень такое эфемерное что-то, то там США уже нет. Так вот, США не намерены конкурировать с Китаем на уровне честной конкуренции. США хотят забрать, они уже забрали у Венесуэлы нефть за бесплатно, вообще просто за бесплатно. Там никто не решает, сколько останется в Венесуэле. США хотят забрать иранскую нефть за бесплатно. А как они это делали в Ираке? Просто свергли режим Саддама Хусейна, и теперь Ирак ничего с нефти не получает. $4 с каждого барреля, все остальное получают Соединенные Штаты. Точно так же они хотят забрать иранскую нефть бесплатно, абсолютно, лишив Китая, это порядка 22-25% нефти Китай получает из Персидского залива. Но Китай честно конкурирует, потому что он его покупает по рыночной цене, эту нефть. А вот США не хотят ничего покупать по рыночной цене. Они забрали нефть Ливии, они забрали нефть Сирии, они точно так же заберут нефть Ирана. И самое неприятное в этой ситуации, то, что монархии залива думают, что с ними обойдутся как-то по-другому. Нет, никак по-другому не обойдутся. Я вам говорю, гарантирую 100%, что как только они заберут нефть Ирана, как только они, если у них получится, я не говорю, что у них уже получилось, возможно, не получится, если они заберут нефть Ирана всю себе, то дальше они устроят такие же революции в Саудовской Аравии, в ОАЭ, в Катаре, везде, просто везде.
будет тот же самый Ирак и Сирия. Там будут какие-то непонятные группировки, аль чего-то там кому-то, там будут какие-то ваххабиты, будет какое-то запрещенное в России государство исламское, еще что-то. Неважно, как они это сделают. Они превратят весь Ближний Восток в Сирию, где будет резня, ну, короче, в Ирак они превратят. Это 100% они хотят. А вот когда они это сделают, они поимеют фактически всю нефть мира, ну, кроме независимых производителей, к которым относятся Нигерия, Бразилия, Россия и так далее. Они эту всю нефть поимеют. Китаю останется довольствоваться тем, что он будет покупать нефть по рыночной цене. Со Штатами в таком случае никто конкурировать не сможет. Штаты будут получать практически половину нефти мира бесплатно. Китай никогда себе этого не позволит. Китай не может, это нет в его стратегии, никто ему не позволит это сделать, ну, там, свергнуть режим в какой-нибудь стране, даже в Иране, и получать оттуда нефть бесплатно. Геннадий, логика понятна. Хорошо. Да. То есть, если мы берем вот такие подлинные цели, то каким образом выглядит дело Эпштейна на этом всем, полотне? Нетаньяху выдал потрясающую, я прям не знаю, это что-то было. Говорит, то, что он там с прошлым премьером, ну, в свое время, имел близкие отношения, Эпштейн, с Эхудом Бараком, да. Это ни о чем не говорит. Наоборот, это говорит, это наоборот как бы в противовес играет той версии, что за Эпштейном стоит Израиль. Нет, у него там другие были воззрения. Короче, этого Эпштейна суют в Моссад, суют в КГБ, суют еще куда-то, понимаете? Ну, кем он был и что в принципе он привносит. Внимание, именно сейчас вот в эту палитру международных отношений я именно беру международный разрез, не внутренний американский, потому что уже у Стармера проблемы с его послами, да, там и министрами, и как бы ряд Стармер, давай, готовься. Ряд фигур таких политических в абсолютных странах, которые не фигурируют в мировой новостной повестке, но они тоже по-тихому спетляли и в лес ушли, и сказали, не-не-не, мы не хотим, это скандал, нет-нет-нет, и ушли себе с должностей. Так что ж это за диво дивное и чудо чудное Эпштейн и его файлы? Ну, давайте, наверное, не будем сразу, чтобы мы не гадали, откуда возник Эпштейн, из какого КГБ, ну, из КГБ, ну, это такой смех. Это значит, заявляет Дональд Туск, подумайте. Это бывший председатель ЕС, Дональд Туск. Это сын Йозефа Туска, который урожденный немец, родился в Германии и занимался истреблением евреев в Краковском Холокосте. Понимаете, этот чувак выходит и выгораживает Израиль, значит, и говорит, что это все было КГБ. Давайте так, файлы Эпштейна очень интересная вещь, потому что есть ИИшка, и сейчас, вы знаете, создали такой ресурс, где можно зайти и просто в интерфейсе Google почты читать все письма. Можно их сортировать, прям есть, если интересно, я думаю, у вас уже есть там эта ссылка. Очень интересный, прям user-friendly интерфейс по материалам, опубликованным значит, Министерством юстиции США. Самое интересное, что сегодня последний день публикации, все, больше ничего не будет опубликовано. 1 500 000 файлов опубликовано. Второе самое интересное, что 4-й день подряд после публикации пропадает упоминание о Ротшильде. Вообще эта фамилия исчезает. Было 1278, потом осталось 1170, потом 1090, по 1000 материалов в сутки вымарывают. Ну, во-первых, конечно, понятно, что Эпштейн не убит. Это уже сразу просто говорит о том, что он не агент КГБ. Потому что если бы Эпштейн был не убит, и он не был не агентом КГБ, он уже был бы в Ростове. Понятно. Ну, в условном Ростове, я говорю. Ну, еще была информация о том, что есть такая игра компьютерная,
Да, я Fortnite знаю. на Да, да. приставках, и он как бы он рубился в эту игру, и в Израиле есть аккаунт, да, который как бы его аккаунт, и все об этом знали, да, вот, а потом посмотрели, что он после смерти как бы играет этот аккаунт, и все Да, сразу, более того, а в чем он через дело? 4 дня после своей смерти оплатил $23.95 за, ну, за эту игру со своего счета. Ну, блин, ну, ребят, ну, потом эти уши, потом этот труп непонятно. Сейчас целое расследование я посмотрел американское. Конечно, туда подменили, туда вошли, туда привезли другого человека, запустили к нему в камеру профессионального душителя, того другого человека задушили. Ну, от Джулиани, тот же мэр Нью-Йорка, бывший, да, который эту тюрьму строил, говорит, это совершенно невозможно. Она специально сделана так, что там невозможно повеситься. Там высота потолков, макушкой задеваешь. Где там вешаться? На чем он повесился? Покажите тело. Никто ничего не показывает, никаких материалов нет. Хотя реально, если вот человек погиб, там, умер, самоубийство, обязательно в полиции есть файлы, как выглядел труп. Это самое главное. Вот они открыли дверь, как он выглядит. Самое интересное, что там 12 камер, видеонаблюдения, ни с одной камеры нет изображений. Ну, понятно, что Эпштейн жив. Но здесь важно даже не это. Здесь важно то, что как Эпштейн контактировал и передвигался по миру. Оказывается, вот американские стерли файлы по передвижению его private-джетов, а британские не стерли. Эпштейн жестко приземлялся на военные базы Великобритании. Он никогда не прилетал в Хитроу или еще куда-то. А Эпштейн приземлялся на военные базы Израиля, на военные базы Великобритании, на военные базы США. Вопрос. Это кто ему дал такое право? Это что? Был такой аферист Медов, да, там, который кинул пол Америки, но он таких не имел привилегий. Поэтому понятно, что Эпштейн – это проект. Понятно, что эти файлы опубликованы. Даже если мы посмотрим официальную информацию, она звучит так. Инициатива опубликования файлов Эпштейна принадлежит Комитету Демократической партии Конгресса США. Это что такое? Да, указ подписал Трамп. И его подвели под подписание этого указа, потому что Трамп обещал, это была его предвыборная программа, его просто подставили. То есть, когда первая публикация была, каких-то там обрывков, и все забыли об этом, и тут внезапно Комитет Демократической партии США в Конгрессе возбуждает эту тему опять. Трамп говорит, да, я обещал, я подпишу. Потом оказывается, что там много файлов с его именем, непонятно. Потом вообще... Что такое асинт? Вы же знаете, сейчас тем более есть искусственный интеллект, сейчас люди до всего добиваются очень быстро. Но, во-первых, выяснилось, что его нынешнюю супругу Меланию познакомил лично Эпштейн с ним. Где он ее взял? На конкурсе красоты. Какие договора там подписывали? Ну, тоже все знают, потому что сейчас появились файлы Эпштейна, в общем-то, материалы об Оксане Федоровой. Это мисс Россия была, которую Трамп сделал мисс Вселенной. Потом оказывается, что ей надо было подписать договор, она должна была ездить целый год там, ну, отрабатывать это звание. Она отказалась подписывать, ушла, осталась в России и поступила служить в милицию. Ну, в общем, но это интервью, я его просто посмотрел, оно очень интересное. Оно очень интересное, советую всем посмотреть. И, конечно, я в это все верю. А почему нет? Но смотрите, в чем вопрос. Вопрос-то в другом. Кого-то реально задержали? Ну да, там какие-то отставки были. Кого-то реально привлекли к ответственности. Ну да, вызвали Клинтона под присягой. Вы же помните, почему ему импичмент объявляли? Потому что выяснили, что он врал под присягой о Монике Левински, об этом случае. Ну и где Клинтон? Он где-то, он осужден, ему предъявлено обвинение. А Биллу Гейтсу что-нибудь, какое обвинение предъявлено? Я просто вчера смотрел интервью с его супругой, бывшей, Мелинда Гейтс. Ну, без слез не взглянешь. Да, понятно, что для нее это было откровение. Она не знала ничего. Она когда узнала, что его какая-то русская эскортница заразила венерическим заболеванием, а он ее заразил, соответственно, и потом пробовал ее лечить антибиотиками, вот. Она развелась с ним, да, она говорит, и я ушла. Я, говорит, просто от него ушла, я с ним больше жить не могу. И она сказала, что было бы очень правильно его судить, этого человека. Ну, видимо, она знает за что. Его надо судить. Поэтому да, это не фейк, это настоящие подлинные документы. Выброшены они комитетом Демпартии в Конгрессе. Соответственно, кто такой комитет Демпартии в Конгрессе? Это то же самое глубинное государство, тот самый дипстейт, который Трамп называет дипстейтом. Это те самые акционеры ФРС, это акционеры крупнейших американских банков. А зачем они под себя копают?
А вот это я вам сейчас скажу. Сейчас я вам скажу. Ну, во-первых, все документы не опубликованы. Вы знаете, да, что Министерство юстиции с момента появления первых публикаций документов Эпштейна, это было чуть ли не когда Трамп пришел к власти, до момента их публикации, там работал большой коллектив людей с допусками секретными, с подписками NDA. Они вымарывали документы, те, которые не надо было обнародовать. Они их просто вымарывали. Чем они это оправдывают? Тем, что, ну, смотрите, во-первых, там фотографии детей. Ну, голые дети, да. Зачем? Этот человек сейчас живет, он ходит по улице. Зачем надо, что, может, он не хочет, чтобы кто-то знал, что этот ребенок там участвовал в каких-то неприятных ситуациях. Поэтому, конечно, все файлы опасные, они оттуда вымараны. То есть вся та элитка, которая должна была остаться незапятнанной, она осталась. А все остальные файлы появились. Для чего это делается? Во-первых, очень многие, да, сейчас только ленивые не обсуждают эти файлы, очень многие сильно разочарованы, как так произошло. Что, ну, как это вообще могло случиться? Это первое. Второе. Кого там нет в этих файлах? А нет там Путина, ну, понятно, там Путин упоминается более 100 раз, но в контексте новостей какие. Вот там Путин заявил, что, ну, понятно, что он туда не ездил, не встречался. Была попытка Эпштейна встретиться с Эльвирой Набиуллиной, главой Центробанка. Эльвира Набиуллина отказалась. Кого там нет? Там нет Ким Чен Ына, руководителя КНДР. Там нет Си Цзиньпина в этих файлах абсолютно. Ну, естественно, там нет руководства Лаоса, Вьетнама, ну и других стран глобального юга. Но вопрос-то теперь в другом. Когда миру показали, там же еще суть-то не в том, что они занимались, как бы насиловали детей там, и так далее. И даже суть не в том, что они занимались торговлей детьми. И даже суть не в том, что они их убивали. Ну, вы помните, ну, принц Эндрю, ну как это? Ну, это брат нынешнего короля Великобритании, значит, изнасиловал девушку, а потом ее съел. Ну, за это его выгнали из Букингемского дворца. Ну, вот буквально на днях. Ну, второй раз. Его уже, кстати, один раз выгоняли, теперь выгнали второй раз. Как бы люди это все как бы читают. В это очень трудно поверить. Это во-первых. Но во-вторых, это людей очень сильно напрягает. Вопрос, где какие-нибудь заявления мировых авторитетов, политических, религиозных сил о том, что это плохо, что мы это не одобряем, и с этим надо разобраться. Ни одного заявления. Ни одного заявления. Где заявление церкви, Ватикана? Ни одного заявления, но параллельно с файлами Эпштейна публикуют интервью женщин, которые насиловались в подвалах Ватикана. То есть под Ватиканом есть целые подземные ходы, где там то же самое происходит. Вопрос, что один этот остров был? Нет. Я смотрю тут на днях интервью одной девушки, которая была в подобной организации в Европе. В Европейском Союзе. То есть в Европе, в каждом городе есть острова Эпштейна. Она это все подробно рассказывала, как ее с 6 лет привлекли, значит, к этим мероприятиям, как уже с 9 она этим занималась осознанно, в 6 она не понимала, что с ней происходит, в 9 она уже понимала и даже, говорит, испытывала удовольствие от этого. То есть там с ними велась подготовка. Это одна и та же технология. Вопрос-то в другом, что это все оккультные ритуалы, связанные в том числе с каннибализмом, с ритуальными убийствами, с попиванием крови и с поеданием человеческой плоти. Вот это самое главное. И нам показали, что вся элита западная, ну, не берем юг, потому что там никого из них не было, вся элита западная полностью повязана круговой порукой на ритуалах, на поклонении оккультным силам, сатане там, и так далее и тому подобное. Первое, кто должен был выступить и осудить это все, должна была быть церковь. И, конечно, с авторитетом Ватикана это должен быть Ватикан. Но что мы знаем про Ватикан? Про Ватикан мы знаем, там то же самое происходит. Там 20 скандалов о педофилии, это мы уже все слышали. Там практически каждый папа отличился в этом. Поэтому он ничего заявить не может. Потому что такие же файлы Эпштейна есть на всех, на тех, которые могут открыть рот и что-то там сказать свое оправдание. Почему ничего не сказал, например, Китай? Во-первых, Китай вообще не суется в такие дела, это первое. Второе, для Китая это был бы очень сильный удар по имиджу, потому что произошла десакрализация власти. В Китае, неважно, там коммунистический режим или там династии правят, власть сакральна, понимаете, она реально сакральна. То есть, как вот помазанники Божии, власть была от Бога у
аристократов, старых королевских, царских семей Европы. Это власть сакральна. Здесь полная десакрализация власти. Для чего это делается? Это делается специально. Если вы думаете, что это кто-то слил случайно, если вы думаете, что нашлись какие-то силы, которые хотят бороться с несправедливостью, с извращениями во власти и так далее, ничего подобного не происходит. Это произошло специально. Давайте вспомним с вами, как стигматизировались другие грехи библейские. Ну, например, однополые связи. Да? Мы помним, что церковь была всегда против, Ватикан был против. В Писании это все порицалось абсолютно. Но окошко Авертона приоткрыли, и теперь там премьер-министр Бельгии имеет мужа, у него муж там, ну, он жена. Да. Во Франции вообще там Во Франции своя история. череда. В каждой стране есть своя история, поэтому никто из них не откроет рот и не вякнет. Они уже все с этим повязаны. Но еще пока никто не обвинил ни Макрона, ни какого-нибудь другого европейского лидера в поедании детей, например, да, там, или в их изнасиловании. Пока это не объявили. Но мы уже знаем, что, например, мужеложество, а это извращение, это мерзость для Господа в Библии, везде, в исламе, в любой религии. Это признано очень плохим грехом. Но сейчас за него борются, сейчас требуют разнообразия гендерного и так далее, то есть его узаконили. Я когда-то прочитал труд одного норвежского социолога, который просто описывал, как работают окна Авертона. И он сказал, что поедание человеческой плоти и секс с детьми, он тоже будет точно так же легализован. Через что? Ну, вот мы читаем с вами новости. Значит, Украинская Рада легализовала браки там, 14 лет. Понятно, что не просто там выходите все замуж 14 лет, а в том случае, если ну, там, беременность возникла, ну, какие-то нежелательные. Потому что можно тоже преподать, да, что нет, ну, волну подняли и отменили. Подняли, да. И отменили этот пункт, сказали, нет, да. уберем, это все в раке. Так, лично. подождите, для чего волны поднимают? Глава для чего волны поднимают? Для того, сказал, чтобы... волны поднимать для чего? Для того, чтобы получить обратную связь от народа. То есть надо получить обратную связь. Ну, народ как-то так фыркнул, пока не получилось. Но я вам скажу, это дальше будет продолжаться, потому что есть страны, достаточно много, где брак узаконен уже с 9 лет. Это исламские страны. Там, пожалуйста, можете вот в Афганистане, можете в 9 лет взять себе жену 9-летнюю. Потом это все равно закон будет принят. Сначала 14 лет, потом 13, потом 12. Потом появятся художественные произведения, а потом появятся художественные фильмы. Если мы посмотрим вообще на весь Голливуд, там, последние 20 лет, то вот эта тема файла Эпштейна, а именно что черная инициация, она прокачивалась в средствах массовой информации, в кино, в музыке, в шоу-бизнесе. Все абсолютно топы шоу-бизнеса американского, британского, российского, украинского, они все посвящены. Все абсолютно, но они так прямо это говорят. То есть, если политикам это говорить нельзя... Вот ну, возникает вопрос, погодите, так а посвящены во что? В культ, в каргокульт, культ сатаны, как назовите, как хотите. Это просто, я вам сейчас просто о чем говорю. Они хотели всему миру показать, что вот эта степень мы сделали каминг-аут, мы выходим. Это первая, там 3 задачи. Первая задача. Мы это легализуем. Потому что очень интересно, когда любая информация, неважно, как вы к ней относитесь, позитивная, негативная, появляется у вас в сознании, вы пропускаете через свое сознание, через свою душу, она легимитизируется, она уже возникает. То есть, если какую-то ересь, чушь, там кто-то будет рассказывать, вы думаете, вы скажете, да это какие-то там выдумки, я в это не верю, а теперь это официально, на официальном уровне, вы пропускаете через свою душу, значит, вы это пускаете в себя и допускаете, что это есть. То есть, вы уже знаете точно, что это есть. Нормальный человек, который получил хорошее даже среднее образование, прочитал эти все новости и файлы, понимает, что все одним миром мазаны. Понимает, что вся власть на планете Земля, которая во главе своей идеологии ставит либерализм и демократию, абсолютно повязана на карго-культах, на поедании людей, на попивании крови, на изнасиловании. Они абсолютно совершенно точные сатанисты. Все, без исключения, нету никаких исключений. Вот можно сказать, что там, допустим, нет Ким Чен Ына.
КНДР, да? Но, допустим, он мог бы встать и сказать, что вот посмотрите, это, ну, он же любит часто американские империалисты, ну и так далее, там плохие ребята, мог сказать, вот смотри, чем они занимаются, а у нас такое в социализме нет. Но он и он этого не скажет, да? Ну, во-первых, он учился в Швейцарии, во-вторых, там это все есть, как и везде. Ну, давайте не будем. Это все есть. И в России, ну, вот сейчас там один депутат, очень похожий на представителя секс-меньшинств, сказал, что будет создана комиссия в Госдуме по раннему выявлению педофилов, предупреждению. Я вот всегда в таких случаях говорю, главное на самих себя не выйти, потому что что их там выявлять. А Вот эти раннее все... как? Раннее это еще из детства или как? Нет, ранее, еще до того, как он совершил преступление, чтобы предупредить, понимаете? Дальше, допустим, мы можем сказать, а может быть, какие-нибудь духовные силы не запятнаны, но если хорошо, христианство в этом уже замарано, да, достаточно сильно. Может быть, в исламе как-то там все типа, ну, типа по-другому. Но, оказывается, нет, там тоже все хорошо. Вот один американский полковник в отставке, который 5 лет прослужил в Афганистане, ну, вот недавно я просто читал его воспоминания, он говорит, что там вот эти все люди, с которыми они противоборствуют, они все этим занимаются, повальным этим свальным грехом и все. Ну, то есть, не то, что там были случаи, знаете как, потому что когда раньше СМИ об этом писала, что вот там поймали какого-нибудь там священника или еще кого-то там в Ватикане поймали, кардинала какого-то педофила, которого покрывали. Были случаи. Не были случаи. Он говорит, им занимаются абсолютно все. Они там занимаются, они друг с дружкой в окопе, а женщины им нужны исключительно для продолжения рода. Значит, там эти тоже ничего не скажут, потому что у них нет морального права такого говорить. Вопрос, кто может это сказать? Может быть, какие-то вообще несистемные, отвязанные люди, там, я не знаю, типа йеменских хуситов, я не знаю. Но как бы ребята, которые воевали там на Ближнем Востоке, по разные стороны окопов, говорят, что там тоже это все нормально такие работает, процветает. То есть, это общее место. Это сейчас стало всем известно. Вторая, самая главная задача. Раз это предложение поступило от Комитета Демпартии Конгресса, значит, а кто это такие? Это банкиры, это владельцы, хозяева денег, как их называют. Значит, у них стоит задача. А какая у них стоит задача? Это глобалисты. Глобальная. А как можно прийти к глобализму, к единому мировому правительству? Только одним способом. Делегитимизировать национальные государства. Да? Как их можно делегитимизировать? Ну, разными способами. Ну, например, прилететь на вертолете, украсть президента, вывести. Ну, то есть, это уже не государство. Это еще, конечно, не Ирак, Венесуэла, но уже практически они к этому приведут. Второй момент. Сказать, что все, абсолютно все, без исключения, лидеры крупных стран, и исторические, и даже королевские дома. Ну, вы видели это видео, когда с Букингемского дворца со второго этажа, прямо с королевских апартаментов, мальчик на простынках спускается голый и падает там, и разбивается. Ну, то есть, это еще было при королеве-матери Елизавете. То есть, заявить, что все вот эти атрибуты власти, неважно какие, монархической, демократической, избранной, любые все, они себя дискредитировали. Потому что помимо файлов Эпштейна, этих файлов много, этих островов неограниченное количество. Они есть в каждой мировой столице, я вас уверяю, я просто это знаю. Что если, допустим, вам там надо причаститься кровушки или еще чего-то, вы всегда найдете. Надо знать просто места, вы всегда это место найдете. Более того, а вы не попадете, как узнать, занимается конкретной политикой этим или нет. А вы не попадете во власть, если на вас нет папочки. То есть, вам сначала предложат этим заняться. Потому что я вот слушал интервью этой жертвы, она сказала, а вы знаете, некоторые были, которые не соглашались. Да, они там встречались, улыбались, их привозили в это место, и когда начинался ритуал, они просто сбегали. И были люди, которые отказывались. То есть, мы не можем сказать, что там замараны 101%. Нет, но те, которые отказались, их же больше не видели. Ну, я имею в виду во власти. Ну, то есть, они там не появлялись. Потому что, если тебя уже привели в такое место, о котором нельзя рассказывать, тебе это не нравится, ну, какой смысл? Ну, зачем ты живешь тогда? Ты тогда не можешь жить. Поэтому в плане построения единого мирового правительства, там же вообще, вот как в Писании сказано, что о конце времен, что народ сам попросит.
Народ Мгм. сам взовет к этому лжемессии. Народ скажет, да у нас все президенты, все главы государств, весь этот Запад, вся эта демократия, либерализм прогнившие, да они же все вообще сатанисты, поклонники каргокульта, едят живую плоть, и, короче, их надо покарать сколько можно уже. Да, и найдется какая-то сила, которая... Вот смотрите, сейчас прошло время, никто не сделал никакого заявления по этим файлам Эпштейна, а это вопиющий случай. Это просто вопиющий факт, это мирового значения. Никто никакого заявления не сделал. Где у нас эти комментаторы? Я не знаю, где украинские официальные лица, которые будут говорить, что это плохо, мы там это не поддерживаем. Нет, Украина это поддержит, она сейчас просто воюет на стороне Запада, западные деньги для Запада, а весь Запад такой прогнивший. Значит, Украина воюет за карго-культ. А где, значит, российские? Где российские обличители? Один нашелся. Это наш философ Дугин, у которого дочь, да, убили, Буданов убил дочь и признался в этом. Он сказал, что на самом деле это вопиющая ситуация, и он сказал, что у нас нет будущего, если мы это не осудим, и если мы не приведем, ну, потому что народу верить больше не во что. Так, а Десакрализация. видите, какая история? Это, кстати, тоже очень важно. Вроде как очевидные вещи, но их надо проговаривать. Я с вами согласен. А реакция сейчас какая? Да всегда это было. Да вот вспомните античность, да вот вспомните еще чего-то, а гейши японцы. А по большому-то счету всем забивают баки. Всем забивают баки, чтобы не осудить жестко, не поставить вопрос, чтобы народ прям был озабочен этой темой, чтобы посносил всех. Там же, понимаете, только тень на тебя должна упасть от этих файлов Эпштейна. Там же тень упала и на Украину тоже, да, и на Украину Да. времен Зеленского, и самого Зеленского, и на Россию тоже, да, там о том, что Да. модельные агентства там как бы девочек поставляют. То есть это нужно прям брать, исследовать и осуждать. А этого всего нет. Все делают вид или хайпуют на этом, ну типа, ха-ха-ха, вот это вот все. Или, ну как-то так все, знаете, боятся трогать. Но я тут... И именно этот факт, Александр, подтверждает мой вывод, для чего это было сделано и зачем. Для приоткрытия окон Авертона, для создания иллюзии того, что это нормальное явление, оно есть везде, что любые извращения, любые карго-культы, они есть во всей верхушке власти. Вот, например, есть, я просто не буду это рекламировать, ну, там в Телеграме есть канал для моделей. Вот Мгм. если ты модель, молодая девушка, модель, ты можешь поехать на вечеринку с шейхом. Куда? В Эмираты, в Саудовскую Аравию, в другие страны залива. Вечеринка с шейхами. Просто набираете в Гугле, что такое вечеринка с шейхами. Ну, Ну там вот недавно предлагают 30 одна украинская модель, она на своей шкуре почувствовала, что такое вечеринка. Что такое вечеринка. вечеринка? Да, это поломанные ребра, выбитые зубы, секс с животными, значит, копра. Они все эти вечеринки копра, потому что вам обязательно будут тут гадить на лицо. Все стены измазаны калом. Ну и вот это что? Это вечеринка с шейхами. Это богатые люди в возрасте. Они этим занимаются. Они носители чего? Какой культуры? То есть какая власть там? Эта власть, она ничего не стоит. Это выдуманные государства, высосанные из пальца. Это каких-то людей там нашли на берегу, британская разведка привезла и назначила шахами. Они продолжают заниматься тем, чем привыкли. И это еще раз говорит о том, что в рамках стратегической программы гегемона нашего, Соединенных Штатов Америки, они отберут нефть у всех стран залива, они не сведут их до состояния Ирака, Сирии, Йемена, чего угодно. Это обязательно случится, даже не рассчитывайте. Я видел таких не очень прозорливых людей, которые делают ставку на Ближний Восток, покупают там недвижимость, там Мгм. какие-то проекты строят. Господа, ваша недвижимость будет в Ираке. В Ираке много недвижимости хорошей. Вы не хотите в Ираке купить? Или в Афганистане хотите? Они превратят Саудовскую Аравию, ОАЭ, они превратят в Афганистан. Обязательно. И причем это случится на вашем веку. Это не через 50, не через 100 лет там это все случится. И это еще будет связано с большой кровопролитной войной. Именно для этого им нужен был Израиль. Именно для этого они создали. Не для того, чтобы там земля обетованная, третий храм
Забудьте третий Я, экран, никогда знаете, этого ничего какую не будет там. страшную конспирологическую теорию прочитал на днях? Я, конечно, удивился. Сейчас же очень штормит вот этот рынок криптовалют. Все оттуда поуходили, Мгм. потому что рискованные активы, Мгм. и биткоин там в 2 раза упал, Мгм. показатели жуть по всем там монетам. Даже публикуют, что вот, Дональд Трамп продал там на 5 миллионов биткоина, еще там кто-то продал. Получается, что все, там все как бы бегут оттуда. Ну, там это связывают с золотом и так далее, там с драгоценными металлами, делают обратную, прямую, потом опять обратную взаимосвязь. Но я прочел, что биткоин это тоже проект Эпштейна, израильской разведки. И, собственно, есть прямая связь с публикацией этих файлов на то, что сейчас в крипторынке происходит. Нам вообще, А конечно, на 26 год многие аналитики предсказывали катастрофу экономическую и очень серьезное потрясение. Но так, чтобы через Эпштейна туда заходить, что думаете по поводу этой теории? Ну, во-первых, это все неправда. Давайте так. Если мы уже говорим о файлах Эпштейна, давайте брать подлинные файлы Эпштейна, которые опубликованы на сайте Министерства юстиции Соединенных Штатов, а не то, что уже выдумано, придумано яишками, подделано и так далее. Да, действительно, там есть одно письмо. Но это не то, что вот сейчас пишут, типа Эпштейн пишет Сатоши Накамото, там вот это вот есть. Не, ничего такого нет. Да, Эпштейн действительно пишет письмо, в котором пытается разобраться с главными контрибьюторами. Он их все перечислил, там 90 человек есть, которые могут код отправлять на GitHub, ну, в Core писать, в кошелек, да, биткоин Core. Что такое биткоин? Биткоин Core. Значит, есть контрибьюторы, и, собственно, он называет их фамилии, и он через свой фонд, он же как, кем он считается, как его называют? Финансистом. Его же не называют педофилом Эпштейном или еще каким-нибудь там человеком, да, там, или моссадовцем Эпштейном, да, или КГБистом Эпштейном. Он называет финансистом. Да, действительно, поскольку код биткоина, кор команды биткоина, она работала на добровольных началах, да, действительно, Эпштейн давал деньги. Да, действительно, из его фонда поступали деньги на вот этот Bitcoin Foundation, и он частично им финансировался. Но это совершенно не значит... Сейчас просто объясню. Здесь, как бы, понимаете, здесь нонсенс на уровне математики. Это совершенно не значит, что он захватил биткоин, потому что его захватить невозможно. У него открытый код. Любой программист маломальский, работающий с криптографией, вам скажет, что это сделать невозможно. Да, ты можешь платить деньги core-команде, но пока все контрибьюторы не проголосуют, а там есть такие деятели, да, как, например, там, я не знаю, там, Кобра, например. Вот есть такой чувак Кобра. Вот ему принадлежит сайт, понимаете, Bitcoin.org. Он там администратор. И если он не захочет, а там предлагали очень много раз, и, между прочим, люди, связанные в том числе опосредованно с Эпштейном, увеличить размер блока, например, да, там, ну, потому что там сейчас есть ограничения по размеру блока, они говорят, что он не может масштабироваться. Дальше. Убрать лимит 21 миллион биткоинов. Почему только 21 миллион? Давайте 100 напечатаем миллионов, или 200, или вообще миллиард. Эти все предложения были, и деньги он давал. Он просто не понимает, как работает Open Society и Bitcoin Core команда. Ничего у него не получилось. Никакой Эпштейн не владеет никаким биткоином. Никуда биткоин не делся, не обвалился. И, кстати, вот Майка Сейлора сейчас, вы знаете, да, это компания с крупнейшим биткоин-казначейством. Его сейчас поносят, что она упала на 65%. Акции этой компании упали. Но у нее никуда не делся биткоин. Кстати, Майкл Сейлор сегодня выступил и сказал, что с нашей компанией ничего не случится. Я не брал у вас деньги взаймы, и я не связывал их, просто продавал облигации, акции. Так я вам, говорит, могу сказать так, что даже если биткоин обвалится до 8 тысяч долларов, и эта цена 8 тысяч долларов будет 5 лет в боковике, то даже в этом случае я ничего не потеряю, в этом случае мне не грозит банкротство. Короче, спекуляции насчет биткоина и Эпштейна, да, он писал, да, он через своих людей пытался помочь. Ну, вы знаете, есть какой-то Open Society, Linux, есть какие-то проекты, которые финансируются. Вот, например, сейчас Эдвард Сноуден создал вот эту Лигу независимых журналистов, которые не работают на государство, на парламент, а пишут независимую информацию. И он тоже собирает на нее деньги, в том числе через криптовалюты.
Ну и, допустим, нашелся Эпштейн и, значит, связался с Сноуденом и говорит: слушай, Сноуден, давай я тебе денег дам, 20-ку. Тебе нужны деньги? Он говорит: конечно, нужны. Но это не значит, что Сноуден поехал на остров Эпштейна насиловать детей, и, значит, и вся эта независимая его журналистика стала работать на Моссад. Но это же абсолютно не значит. Поэтому давайте как-то вот есть реальные вещи. Никакого отношения Эпштейн не имеет к биткоину. Да, он какое-то время назад, уже лет 6 не финансирует, финансировал кор-команду биткоин. Спасибо ему большое, Эпштейну. Потому что появились очень важные обновления, появились сегвиты, тапруты там и так далее. Возможно, даже это все было создано частично благодаря финансированию Эпштейна. Но Моссад не контролирует биткоин, его не контролирует никто, потому что биткоин – это, как бы вам сказать, это не либерализм, это не современная экономическая наука. Биткоин – это математическая формула, это просто математика. Ну, с математикой вы ничего не попишете, ее нельзя контролировать. Да, можно сделать атаку 51% теоретически, но в реальности, видите, сейчас с электроэнергией проблемы, с кэшрейтом и с ценой биткоина, и очень многие майнеры позакрывались. А биткоин – саморегулируемая система. Ну, закрылись эти майнеры, ну, там, значит, сложность упадет через какое-то время. В общем, нет, биткоину ничего не угрожает, я вам скажу, это просто рыночные циклы. Я вам могу другой пример привести. Компании, которые держат ETF, где-то зашли на 1,5 миллиарда. Это немного. Сейчас биткоин. Дальше. Ведущие фондов каких-то, да, у которых есть, они тоже заходят сейчас. Ну, например, там Грант Кардон есть такой, да, это американский предприниматель, автор 12 книг, бестселлеров, признанный эксперт в бизнесе и в продажах, топ-10 SEO в мире. Что он делает сейчас? Биткоин падал до 60 тысяч долларов. Вот я на своем канале в Телеграме написал, подписывайтесь. Он купил за все деньги, но не на заемные, но на свои. То есть биткоин упал, они купили. То есть умные люди покупают, а глупые говорят: давайте мы все будем продавать. А глупые так себя и ведут. Они всегда продают дешево, а покупают, когда дорого. Я просто знаю очень много людей, которые на уровне 126 тысяч за биткоин просто шли и снимали деньги и покупали биткоин. Знаю таких людей. Так что давайте отделим Эпштейна от биткоина. Он не имеет отношения давайте к отделим, биткоину. но смотрите, еще один момент, который я должен в связи Да. с историей, которая сейчас претерпевает там рынок и рынки, это история доллара. Экономист, конечно, разгромную статью пишет о том, что вот Трамп отвязывает доллар, и, в принципе, он теперь становится не так надежен, страны бегут в другие валюты, но замену доллару все равно как бы не нашли. Валюта с БРИКС как вот заглохла, пытаются она между... Но они все равно привязаны там через как бы стабильную валюту, через доллары, да, там через евро, там в пересчете. Короче, как вы оцениваете Трампа и его, ну давайте честно, такой план? Ведь это все напрямую связано с госдолгом американским. Это все план. Ну, условно, он же хотел перевести, там, в крипту хотел перевести госдолг, помните? Он же хотел немножко ослабить, получается, доллар, чтобы легче выпутаться из госдолга. Это была его тоже часть программы. И вот эти все штормы, которые мы наблюдаем вокруг, там, падения доллара по отношению к евро, ситуация там на крипторынке, на фондах, это ведь получается, ну как бы, это он заходит в выполнение этого обещания. Правильный вывод я делаю? Или Да, есть нюансы? Александр, абсолютно правильный. Конечно же, есть нюансы. Я бы не сказал, что доллару вообще крышка. Вы знаете, во всех критических ситуациях, а сейчас она критическая будет, сейчас будет кризис мировой, есть такое понятие у финансистов cash is the king. Да, то есть деньги наличные, ну, имеется в виду не купюры, а вообще как бы выходить в кэш с любых рынков, это правильное решение. Поэтому сделать так, чтобы напечатать огромное количество долларов, а сейчас все ожидают, что, в принципе, Трамп может просто триллионы их напечатать. Ну, сейчас поменяет главу ФРС. Ну, кстати, этот глава ФРС, которого он поменяет, это тоже не чуждый акционерам ФРС человек, так что там не будет никакой революции. Но как бы формально, да, будет количественное смягчение, он напечатает огромное количество долларов.
И если он увидит, что инфляция долларовая, она зашкаливает, она уже угрожает безопасности США, то он обвалит рынки. А когда рынки валятся, вот тоже то же самое, что сейчас произошло. Вы просто вдумайтесь, вот на падении цен на золото и на серебро мир потерял 10% ВВП планеты. Это нормально? А теперь подумайте, а куда эти деньги пошли? 10% ВВП планеты. Это же идеальное ограбление. Люди планируют, как какую-то ограбить, какую-то Венесуэлу несчастную. Да даже как забомбить какой-то несчастный там Иран, доля которого в мировой добыче не превышает 8% нефти. А вот как украсть 10% ВВП за один день, вот это план. В общем, нам за них переживать не стоит. Они это все очень умеют делать. Пока еще ничего американскому доллару не грозит, кроме инфляции. И я вам могу точно сказать, что вот эти обвалы, которые мы сейчас видим, и золота, и серебра, и биткоина, сделаны теми людьми, кто, собственно, их откупает. Кто просто выносит эти деньги. Я могу вам тут другие факты привести, чтобы было понятно, кто в этом может участвовать. Очень интересный факт, да, о том, что крупнейшие управляющие фондами, да, поставили шорты, я вот даже могу вам сказать, там, кто это, собственно, был, да, это странный вот этот обвал рынка. У серебра было дно локальное, да, то есть серебро сначала выросло, а потом у него было дно. Так вот, оказывается, что у нас же, знаете, как США, такая страна, с одной стороны, беззакония, беспорядка и сатанизма, а с другой стороны, у них очень четкие законы. И у них есть отчеты по Комекс. Если вот посмотреть, очень интересная позиция. Когда серебро начало валиться, то перед этим JP Morgan, а вы знаете, это 12 триллионов долларов, да, это просто монстр. JP Morgan зашортил это серебро. И он снял шорт в момент $61, то есть с самого дна. Вопрос, откуда он знал, когда дно будет? Как так он шортил? Люди те, которые шортили, они на 80 выходили. Просто боялись. Помните, что говорил Рокфеллер? Я никогда не покупаю в самом низу и никогда не продаю на самом верху. Я делаю это немножечко раньше. Да? А они что? Они держали до 61 $1 серебро, когда оно попало на локальное дно шорты. А дальше что произошло? А дальше они переставили в лонги. Александр, как они могли знать, когда наступит это время? Вот здесь у меня в телеграм-канале есть, подписывайтесь, кто не подписан, JP Morgan Securities. Вот у них здесь есть issued. Они поставили call-put опционы на серебро. Короче, они зашортили серебро перед самым его падением. И точно так же они его поставили в лонг перед тем, как оно начало отрастать. Все рынки манипулируемы. И не случайно, именно поэтому Китай, Си Цзиньпин сейчас создал гонконгско-шанхайскую биржу, такую, где будет цена не манипулируемая. Потому что когда серебро укатали на самый низ, на гонконгской шанхайской бирже оно было на $11-12 дороже. Потому что Китай сказал, это будет первая неманипулируемая биржа металлов в мире. Хотите, пользуйтесь манипулируемыми. Хотите, нет. Дальше. Заявление Си Цзиньпина после того, как на него было покушение. Вы знаете эту историю про Джина Юся. Да, вы очень подробно в прошлый раз рассказывали, да. Да. После этого он просто оборзел, вышел и сказал, что юань будет мировой валютой. Да. Вы говорите, да, вот никто не заменит доллар. Ничего подобного. Вот, например, с такой страной, как Бразилия, а Бразилия – это крупнейший поставщик сырья в мире. У нее есть вообще все. Металлы, руда, нефть, мясо. Да вообще все она поставляет в мире. Она полностью перешла на юань. Все, у них нет заимствований в долларах. То есть, они продают свое сырье за юани Китаю. Они из этих же юаней делают золотовалютные резервы. И они говорят, что нам это выгоднее. И по процентным ставкам и мы вообще экономим жуткие миллиарды по году. Миллиарды долларов. Вот. То есть, это так себя ведут страны, которые проявляют независимость. Другое дело там в России. У России арестовали 300 с лишним миллиардов золотовалютных резервов. Россия за годы войны, Россия ведет войну. За годы войны она довела этот размер опять до триллиона. Почти 900 миллиардов. ЗВР России сейчас составляет 900 миллиардов. И что делает Минфин и ЦБ?
они по бюджетному правилу принимают решения по 260 миллиардов выкупать, ну, в смысле, продавать валюту каждый день. К чему это приведет? Да, это приведет к доллару по 40 рублей. Вот к чему это приведет. И ничего хорошего для России от этого не будет. Так себя ведут плохие страны, которые неправильно себя ведут. А которые правильно ведут, они выстраиваются под юань. И, кстати, если мы будем говорить о золотовалютных резервах России, то они тоже состоят из золота и юаня. А вы говорите, что нет, юань не становится. Давайте посмотрим на DXY, на доминирование вообще доллара в резервах. Впервые доллар уступил свою доминацию золоту. То есть, если раньше доллар был абсолютным лидером, сейчас он уступил свою доминацию золоту. А если США будут и дальше продолжать давить на Китай, то мы понимаем, что у Китая есть 1 триллион трэжерей, ну, американских казначейских обязательств, из которых Китай потихоньку, чайной ложечкой в день выходит, но не закрывает их сразу. У Китая тоже есть достаточно много рычагов против США, если состоится это противостояние. А вот если подводить итог, файлы Эпштейна возникли вовремя, их обнародовали владельцы денег для открытия окона Вертона, для показания, как бы переводя на бытовой язык, который, знаете, есть люди, которые говорят очень много, очень интересно, но ничего не понятно. Они как бы всему миру говорят так: да, мы трахаем детей. У вас есть вопросы? Мы и вас трахнем, если у вас много вопросов будет. Поэтому завалите рот, закройте рот и, значит, и делайте, что надо, и работайте, продолжайте работать. Да. И второй момент, это, конечно, национальное правительство. Это дискредитация, десакрализация власти. Эти две цели абсолютно укладываются в повестку глобалистов. Уничтожение национальных государств, создание единого мирового правительства, ну а дальше вы знаете, и новый мировой порядок вместе с цифровым концлагерем. Ну, Вот давайте, такая чтобы история. точку... Так что все логично. Да, чтобы точку поставить уже окончательно и немножко обратиться к российско-украинскому противостоянию, вот этой брани, поле брани. Сейчас происходят такие какие-то очень волнения, причем с обеих сторон фронта. Я имею в виду в пабликах разных. И украинские пишут, ну, россияне, понятно, пишут. Маск позакрывал терминалы Starlink. Одни говорят, да вот все, теперь Россия почти не наступает. Более того, ей там тяжело отбивать штурмы ВСУ. С украинской стороны говорят, да нет, так у нас тоже проблемы. Тоже там есть задержка. Было 24 часа, потом 48. Сейчас непонятно, там, кого включили, кого не включили. О чем нам говорит эта история, Геннадий, со Старлинками? Ну, обычная техническая история. Слушайте, таких историй полно. Вот в России РКН, Роскомнадзор блокирует всякие плохие сайты, где всякую плохую информацию дают. На самом деле блокируют российские банки, автозаправочные станции, нормальные бизнесы вместе с этим. Здесь то же самое произошло. Да, действительно, российские ударные комплексы в последнее время все работали на Старлинке. Да, потому что мы знаем, что Starlink работает на территории Украины, причем всей, включая Крым. То есть и Донецкой, и Луганской области Starlink работает. Именно там, где ведутся боевые действия, терминалами Starlink пользовалась и российская армия. Да, сейчас уже появились, уже так из всяких секретных военных чатов появились моды, которые снимают эту блокировку. Ну, вы же понимаете, что то, что один человек зашифрует, другой может расшифровать. Роскомнадзор заблокировал YouTube в России. YouTube все смотрят. Ну, как бы раньше упали просмотры, теперь они опять растут. То же самое с этими терминалами. Но зато появляется желание и возможность создавать какие-то альтернативные системы. А они существуют, их полно, ну, есть куча разных способов, как обойтись без Starlink. Просто Starlink очень удобный. И он всех расслабил. Он расслабил всех. То есть, а зачем что-то думать, если есть Starlink? Давайте будем им пользоваться. А на самом деле вы зависите от одной стороны. Вот, например, завтра Трамп обидится на Зеленского, что тут не подписывает мирные соглашения. Позвонит Маску и скажет, отключаем Starlink нафиг. И что будете делать? Ну, то есть надо как бы крутиться, и он всем отключит, русским, украинским. А надо крутиться, надо придумывать новое. А когда, знаете, комфорт всегда развращает. Поэтому я здесь не вижу никакой политики. Просто самая странная политика есть в том, что глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп говорит, что переговоры идут прекрасно, и вообще вот-вот уже мы прям выйдем на заключение. И так хорошо еще никогда не шли. Вот в этот раз точно прекрасно.
Президент России говорит, да, отлично идут переговоры, мы все довольны. Кирилл Дмитриев, представитель президента, говорит, ну вообще просто прекрасно идут переговоры. И Зеленский говорит, да, мы уже совсем подошли. При этом публично все заявляют, что этого мы не допустим, это нам не пойдет, на это мы никогда не согласимся. Поэтому ситуация более чем странная и взрывоопасная. Там мое отношение, будет ли что-то или нет. Если я никогда не верил ни в какие переговоры, то в этот раз у меня появляется надежда, что что-то будет, но совершенно не то, что мы с вами ожидаем. Что-то другое будет. Геннадий был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. До свидания. Всего доброго. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.